Наступила пятница, и мне сегодня опять нужно ехать в Краснодар. У нас опять дожди. Весна, конечно, не такая, как в прошлом году была. Мы не успеваем посадить картошку, потому что мокрая земля. И всех соседей, которые посадили, она просто плавает. Опять идет дождь, и у меня 2 часа дороги до Краснодара. Сегодня мне нужно дооформить медицинскую книжку, получить результаты анализов и на следующей неделе уже приступать к работе. Ну что, поехали. У меня есть немножко свободного времени. Я решил сегодня, а не постричься ли мне перед работой, немножко омолодить шевелюру. И вот у меня есть одна из любимых парикмахерских в Крымске. Мы сейчас туда зайдем. Прямо на пешеходном стоит засранец. Сеть японских парикмахерских Чио-Чио. Вот мы сейчас туда и зайдем, сфотографируем. Ой, пострижемся. Немножко подождать надо будет. Сейчас моя очередь будет. Быстренько мы пострижемся. Ну вот, полчаса и коротенечко меня постригли. 250 рублей, все удовольствие. Ну все, 20 минут 12, как раз 2 часа у меня есть для того, чтобы доехать до Краснодара, записаться на прохождение обучения и едем оформлять карточки. Дождик вроде закончился, на улице +8, все цветет, а мы едем в Краснодар. 1,5 часа была лекция, прошел сам минимум, послушал лекции. Вроде бы странно, но многие вещи смотрятся по-другому, про эти вирусы, про болезни, как они передаются. В общем-то, лекция полезна. Самое главное, что тесты сдали, получил медкнижку, и теперь можно работать. И даже для личного подсобного хозяйства эта книжка тоже действительно. Так что не зря. Вот лишний раз я чувствую, что ангелы у меня есть, и они мне помогают по жизненному пути. И вот сегодня я приехал в Краснодар, была пробка, думал, что не успею я вовремя приехать, чтобы пройти этот сан-минимум. Вот, и плюс еще был такой прикол смешной, что у меня были фотографии, а для медкнижки нужно 3 на 4 размера. У меня были большие фотографии. И вот пока я приехал, нашел место для парковки, а место для парковки это вообще отдельная история. В Краснодаре найти парковку свободную нереально. Я нашел прямо возле входа. Одно единственное место, которое меня ждало, это было для меня. Но я предварительно попросил, чтобы мне помогли найти парковочное место. И вот я стою буквально 5 метров от входа. Вот, ну да ладно, я пришел оформлять документы, мне говорят, а фотография не подходит, нужно 2 фотографии 3 на 4. Я говорю, ну вот же, да, есть фотографии. Они говорят, у вас размер лица больше, чем размер фотографии требуемый. Я говорю, а где же я сейчас пойду сделаю фотографию? Ну не поверите. Она говорит, а вот идите, здесь рядом есть дом книги, там сделаете срочное фото. Нашел 60 метров буквально от входа, где вот я проходил семинар, находится дом книги, срочное фото, очень интересный мужчина там был. Его любимое выражение было: клиент всегда прав. Ну, может быть, так оно и есть. Вот, я ему говорю, фотографии делаете? Он говорит, мы только этим и занимаемся. Я говорю, 3 на 4 сделаете? Я говорю, да, пожалуйста. А еще самое интересное, вот я сегодня был в свитере, в джемпере, он фотография такая, да, он говорит, сделаем пиджак. И фотошопом мне голубой пиджак с рубашечкой белой и с галстуком. Великая сила фотошопа. Вот сделали мне фотографии 3 на 4.
Я вернулся обратно, а мне предварительно в регистратуре сказали: я вас приму без очереди. А лекция начинается в 2 часа. И вот до 2 часов нужно было сдать документы на оформление медицинской книжки и записаться на прослушивание этой лекции. Я прихожу в 10 минут третьего. Стоит очередь для оформления медкнижек. Я прохожу без очереди. У меня берут фотографии. Заполняется медицинская книжка. И потом меня отправляют в кабинет слушать лекцию. А там телевизионный такой вот ликбез. Смотрят все на телевизор и слушают лекцию. Я спокойно сел, послушал ее. Старое черно-белое кино, видимо, там 60-х, 70-х годов или начало 80-х. Конечно, странно на это смотреть, когда микроавтобус Латвии выполняет роль медпомощи, скорой помощи, когда все разговаривают по телефону, такие с дисковыми номерами на шнурах телефоны. И сами магазины, которые показывали, тоже странные. Ну да ладно, посмотрели мы этот фильм, потом принесли лекция была, пришел врач, рассказала все, потом мы заполнили 2 теста, расписались в получении книжки, и книжка у меня на руках. Вот. Я задал вопрос. Говорит, прививаетесь ли вы от ковида? Говорит, все молчат, говорит, нужно обязательно прививаться. И еще один такой момент. В этом году вышел закон новый о том, что об обязательных прививках. Так что в России это будут обязательно прививки. Вот. Вопрос дня. Как вы думаете, мои дорогие подписчики, передается ли ковид половым путем? Это же инфекция. Есть же там гепатит или туберкулез, который Так вот, мне ответили так, что ковид половым путем не передается. Кому это была интересная информация, теперь вы знаете, что ковид не передается половым путем. Ладно, а мне нужно ехать дальше. Опять еду в ту самую поликлинику, где проходил медкомиссию. Нужно сделать последние отметки о получении медицинской книжки. И все. С будущей недели можно приступать к работе. Поеду по пробкам. Сегодня же пятница. И еще немножечко информации о Краснодаре, о парковках. Я когда подъехал, всюду платные парковки в центре. Нужно было найти мне парковочный, как место я нашел, нужно было оплатить парковку. В Риге-то я знаю, как там есть, можно смс-очку отправить. Здесь в Краснодаре есть же такой сервис, но и можно просто деньгами. Так вот, для тех, кто не знает, для местных это, конечно, смешно будет. Сколько стоит парковка в Краснодаре 1 час? 1 час стоит 30 рублей. Это 30 евроцентов в час. Здесь нет указания зон, здесь просто парковка. Для сравнения, если меня смотрят краснодарцы, сколько стоит парковка в Риге? У меня последняя информация была, что в старом городе 5 евро час, это 450 рублей за час парковка, да, здесь 30 рублей час. Вот, и потом есть зоны А, Б, С, даже, по-моему, Д зона есть. Так вот, в центре города бульвар Аспа, здесь центральный универмаг, Бастионная горка, это была зона А. Если не ошибаюсь, там первый час 2,50, а каждый последующий час, вот это самое смешное, 3 евро час. Больше стоишь, больше платишь. А 3 евро это много не мало, 270 рублей. Ребята, 30 рублей и 270. Вот такая разница в парковке. Хотя Рига меньше, чем Краснодар по площади. И, скажем так, там не такие пробки, как вот здесь в Краснодаре. Но это так, информация о парковках. Ну вот моя эпопея с получением медицинской книжки закончилась. Я проходил ее в поликлинике Симплекс в Краснодаре. Попадались мне в интернете такие комментарии, что все очень плохо, очень долго и жалобы. Я скажу, что, ребята, вот я 2 дня здесь пробыл, очередей я не видел, молодой, вежливый коллектив без проблем. В принципе, если что, я рекомендую обращаться сюда. Это не реклама, это просто мое мнение. Поэтому все замечательно, большое спасибо. У меня теперь на руках полностью оформлена медицинская книжка. И я, кстати, спросил, можно ли с этой книжкой работать, скажем, если у тебя личное подсобное хозяйство, ты что-то хочешь реализовывать на рынке, можно ли ее показывать? Да, она имеет полную силу, нормальная медицинская книжка.
Ну и еще пару слов о жизни в Краснодаре. Ребята, вот рядом с клиникой находятся вот такие вот дома, строят буквально один в один. 30 этажей. Вы знаете, не хочу я жить в Краснодаре. Это какой-то ненормальный человечник, муравейник такой. Между домами там метров 15, наверное, каких-нибудь. Жуть, конечно. А еще вчера попался мне видеоролик о том, что цена на жилье в Краснодарском крае очень сильно поднимается. То есть просто нереально. И многие спрашивают, не жалею ли я о том, что я переехал же. Да не жалею, я уже сэкономил на одной только недвижимости. Типичная ситуация. Две полосы. Крайняя право, поворот направо. Крайняя лево, прямо и налево. Как вы думаете, кто-нибудь направо будет поворачивать с крайней правой полосы? Нет. Это типичный Краснодар. Тут еще и сбоку могут подъехать, и так могут въехать. Короче, веселуха, ребята. Как они тут едут, одному богу известно. Ну и ладно. Мы вклиниваемся. Прямо 2 километра. Спасибо, Алиса. Ну что, вклинились. Вообще, конечно, жуть. Glávne не бояться. Ez a szám szóljon a Dögös Robinak és a kedves feleségének. Yes. Sugar kurek lamate paranodrom karakrata ve Tada mele vordo ne sarom ne robe via vesa Sai da la lanta he Si va la vesa ma pure so strapi che la volta he What's up kai hito was safari de tave matza Shai ai a tek me kasha Ai shukalo lo jora e kale akesa Sikama vla ke sona kai lo me la vla hito was safari de tave matza Ai tek me kasha Ai shukalo lo jora e kale akesa Sikama vla ke sona kai lo me la vla hito was safari de tave Ai a szívem néked, oda nem adom Neked cifra tanúsítom, kell inkább egy kis guldom Ai az eskü nem adom Ai a szívem néked, oda nem adom Nem kell cifra tornyosítom, kell inkább egy kis guldom Dob
Ya la la de da da. Ay 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 ay. Ay la 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 la. Alama şeva da da. Jaya yazışkına mado. Hasına matka joda mado. Oda çıtona 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 ya yazışkına mado. Hasına matka joda mado. Çıtona 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 karikaba. Gel oğlum gel. Chapi bap tep tep tire 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 tai la 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 tep tire 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 la da 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 la la da 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 la da la hey chapi da 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 la da 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 shalom tep shalom shal da la da 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 hola le 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 la 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 hola da la da da nai ala na te shada da 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 shada da da la la da 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 ay la da da la da oh oh ay ta da da te na shet te sha la ma pe te na sha te da da la da la da go